Наша монотонная замкнутая жизнь была вдруг потрясена событием, которое заставило нас выглянуть за околицу изолированного существования. Случилось следующее. На константиновских заводах, принадлежавших акционерному бельгийскому обществу, работало много бельгийцев, рабочих и служащих. Администрация заводов стремилась квалифицированных рабочих выписывать из Бельгии. Неквалифицированные нанимались здесь, на месте. Разница в оплате и в жилищных условиях была немалая. И это обстоятельство порождало некоторую неприязнь между местными рабочими и бельгийцами. Какие-то темные силы разожгли эту неприязнь в настоящую вражду. И в начале 1900-х годов в Константиновке произошел безобразный бельгийский погром. Это случилось в начале второй половины лета. В одну из темных июльских ночей меня и брата родители разбудили и стали поспешно одевать. Мама сняла висевшие у нас в комнате иконы и расставила их на подоконниках, так, чтобы с улицы их хорошо было видно. Одевшись, мы все вышли из дома. Ночь была безлунная, очень темная, как обычно летом на юге. Но на улице было светло. Недалеко от нас, слева по улице, пылал зажженный громилами дом, в котором жили бельгийцы. По улице неслись крики, собравшиеся и бушевавшие вокруг дома толпы. Мы пересекли улицу, вскоре перешли через полотно железной дороги и вышли в темную степь, распаханную под пшеницу. Отойдя немного от железнодорожного полотна, мы остановились. Кругом было поле, покрытое копнами недавно убранного хлеба. Под одну из этих копен нас, детей, начали укладывать на ночлег. Родители постелили на земле одеяло, подушки и уложили нас, укрыв сверху чем-то теплым. В степи царило глубокое безмолвие, но сзади нас, по ту сторону железной дороги, хорошо было видно зарево продолжавшегося пожара, и по-прежнему издалека слышались крики. Я отвернулся от жуткого зрелища и лег на спину под копной. Взглянув вверх, я удивился. Высоко над собой я увидел огромный черный купол неба, весь иссеянный множеством звезд, больших и малых. Небо было совершенно безоблачно, ни малейшего ветерка. Воздух стоял теплый и неподвижный. До этого вечера я никогда не видел ночного неба, так как спать нас укладывали рано, еще в сумерках. Пораженный открывшейся картиной, я неподвижно лежал на спине и рассматривал небо. Я не мог оторвать от него глаз. В эту ночь под стогом пшеницы мои родители спасались и спасали своих детей от восставшей против бельгийцев несознательной части рабочих. Спали мы в степи беспокойно и рано утром вернулись домой. Наша квартира осталась целехонька, со своими иконами в окнах. Но бельгийский дом, а может быть дома, не помню, сгорел дотла, и улица была пустынна, как вымершая. Днем по ней медленно проехал конный отряд казаков, которых бельгийская администрация заводов вызвала по телефону из тогдашнего Бахмута, Артемовска. Волнение на заводе вскоре утихло, и жизнь вошла в обычное русло. Вскоре для брата и меня начались годы учения. Сначала домашнего. К нам стала ходить учительница Юлия Петровна Елисеева. Она учила нас чтению, письму и арифметике. Добрый человек. Терпение она имела ангельское. Я чрезвычайно быстро выучился читать. Хорошо писал диктанты, но отставал в чистописании. Я не хотел трудиться, медленно и тщательно выводя буквы. У меня все шло в кривь и в кось. Всюду были размазаны кляксы, потеки чернил. Юлия Петровна с величайшей, но какой-то незаметной настойчивостью добилась перемены в главном, моем отношении к чистописанию. Она доказала мне, что я должен и что я могу писать хорошо. И со временем она добилась полной перемены. Я стал писать вполне отчетливо, хотя красоты в почерке никогда не приобрел. Всю жизнь я храню благодарную память об Юлии Петровне. Она учила меня не только чистописанию, она воспитывала меня. Она учила преодолевать усилиями воли недостатки распущенности, небрежности, безответственности. Вскоре после волнений на бутылочном заводе нам отвели новую квартиру на территории стекольного завода, где, собственно, и служил мой отец. Новый дом, в который нас переселили, стоял у той же дороги, по которой отец каждый день ходил в контору, в версте от нашего прежнего жилья.
Это был длинный корпус на 10 двухэтажных квартир. Наша 10-я. Квартира оказалась крайняя в доме. В ней было 6 комнат, 2 больших на первом этаже и 4 поменьше на втором. По фронту дома спереди шли небольшие палисаднички, по одному на каждую квартиру, обсаженные белой и желтой акацией и грабами. Сзади при каждой квартире находился черный двор с воротами, выходившими на незастроенное пространство, где густо росла на просторе дереза. На этом дворе серебрились чахлые маслины. В конце лета на них появлялись маленькие золотистые и жирные на ощупь плоды, не дозревавшие до полной своей мясистости. На каждые 2 квартиры приходился колодец, вырытый посредине линии забора, отделявшего соседние дворики. Колодцы были глубокие, и вода в них холодная, солоноватая на вкус и жесткая, как всюду в Донбассе. Параллельно нашему дому, поодаль по обеим сторонам дороги, стояли такие же размерами, как наш, 4 корпуса. В них жила часть рабочих стекольного завода. При их домах не было, не полагалось никаких дворов, никаких палисадников, никаких маслин, никаких служб, кроме мусорных ям, в которых изредка промышляли свиньи. Перед домами торчали столбики с протянутыми между ними веревками, на которых хозяйки развешивали белье. За черным двором нашей крайней квартиры простирался принадлежавший ей довольно большой сад, точнее говоря, обнесенная забором полянка. По краям ее росли большие белые акации, у заборов тянулись заросли крапивы и молочая. Посредине пустыря была беседка. К ней вела песчаная дорожка, с редкими по ее краям кустами, очень пахучих роз. На дорожке часто попадались норки земляных ос. Насекомые тщательно разбрасывали входы в них, выбрасывая лапками песок и насыпая из него небольшой бугорок перед входом в свои жилища. Кроме беседки, стоявшей посредине сада, была еще одна, у самой задней стены дома, и недалеко от нее большой вырытый в земле погреб. Другой погреб был в доме. Квартира была просторная. Из кухни на черный двор вела терраса с застекленным потолком. В нижних комнатах помещалась столовая и гостиная с камином, где поставили пианино. В комнаты верхнего этажа вела крутая деревянная лестница в 23 ступени. Как-то я впоследствии пересчитал эти ступени, скатившись по перилам на поясе, как это всегда делают мальчишки. На середине своего слалома я вывалился за перила, но упал очень удачно, на четвереньки, и только набил шишку на лбу. Верхние комнаты составляли целую анфиладу. Со временем их население увеличилось. В них поселились сначала наша бабушка Ефросиния Петровна, а затем и дедушка Вильгельм Иустинович, отец моего отца. В Киеве ему жилось плохо, и мой отец выхлопотал для него место в Константиновке, в конторе соседнего с нашим стекольным зеркального завода, тоже бельгийского. Зеркальный завод находился по ту сторону Кривого торца, и к нему вела ветка заводской железной дороги, через специально выстроенный заводом железнодорожный мост. На новой квартире мы продолжали жить так же уединенно, как и на предыдущей, и жизнь текла так же размеренно. Летом было невыносимо жарко и часто ветрено. В иные дни по улице с утра несся настоящий самум, закрывавший диск солнца и помрачавший день. От пыли сворачивались дрожавшие на ветру листочки придорожной лебеды, покрывавшие пустыри и полянки. Пыль садилась на листья акации в палисадниках и даже на узкие листья маслин, забиралась на подоконники. Впрочем, самумы эти случались нечасто. Очень хороши были обычно июньские вечера, тихие и теплые. В такие вечера после ужина мы сидели с отцом на скамеечке, копанной у калитки нашего садика, при входе в дом. Впереди открывался обширный заросший травой пустырь. По вечерам в нем совсем невдалеке от нас кричали перепела. За ним проселочная дорога, которая шла мимо заводской больницы, к железнодорожному полотну. Железнодорожная посадка прекращалась перед самым переездом. Тут же перед посадкой одиноко торчал какой-то дом, пустынный, грязный и унылый. По ту сторону полотна дорога сворачивала направо, вдоль посадки, и вскоре входила в поселок, находившийся рядом с территорией заводов, но к ней не принадлежавший. В поселке жило много рабочих, которые в рабочие дни по гудку спешили через переезд на свои заводы.
Бутылочный, химический и стекольный. Химический стоял ближе к реке, не доходя до Зеркального. К нему вела та же ветка железной дороги, по которой проходили товарные составы на Зеркальный. Место было совершенно ровное, открытое и выжженное солнцем до самой реки.